Мы немного поговорим о банках и других вещах, которые происходят в настоящее время. Мы даже поговорим о повествованиях, связанных с КСРП, которые внезапно снова меняются. Помните, в Великобритании правительство сообщило вам, что не планирует вводить цифровое удостоверение личности. Они солгали вам. MasterCard сертифицирована в Великобритании как надежный поставщик услуг цифрового удостоверения личности. Теперь я чувствую, что падение этих банков приведет непосредственно к появлению CBD, цифрового удостоверения личности и в конечном счете социального кредитного рейтинга. Я верю, что падение ЭВБ произошло не просто так. Голландские пенсионные фонды теряют миллионы долларов из-за краха американских банков. Сейчас я снял видео о крахе этого банка, и люди сказали, что это проблема США, которая никогда не затронет остальной мир. Ну что же, мы видим, как это влияет на всех. Голландские пенсионные управляющие теряют почти 140 миллионов евро из-за банкротства американского банка в Силиконовой долине. У них были акции стартап-банка, который обанкротился в пятницу. Правительство США вмешалось в эти выходные, позволив владельцам счетов снова получить доступ к своим деньгам с сегодняшнего дня. Но акционеры не защищены системой гарантий. Они сознательно пошли на риск, сказал сегодня президент Джо Байден об инвесторах. Вот как устроен капитализм. И я считаю, что мы еще не видели всех последствий ВВ. И я все еще верю, что теперь они также ускорят регулирование криптографии. Недавнее исследование экономистов выявило 186 банков, подверженных такому же риску, как и Банк Кремниевой долины. Он сказал, что 186 банков подвержены такому же риску. Эти банки сталкиваются с проблемами, аналогичными тем, которые привели к краху Банка Кремниевой долины. СИФ рухнул в начале этой недели из-за того, что активы банка сократились из-за повышения процентных ставок. Это привело к тому, что обеспокоенные клиенты забрали свои незастрахованные депозиты. И люди, вероятно, все еще хранят деньги в других банках на сумму выше $250 с нуля, чему они полностью подвержены риску. И в какой-то момент эти другие банки тоже развалятся, и Федеральная налоговая служба не собирается спасать эти банки. Во время кампании по быстрому повышению ставок Федеральной резервной системы экономисты оценивали отдельные американские банки. Они оценивали балансы активов и потери рыночной стоимости. Такие активы, как казначейские векселя и ипотечные кредиты, могут снизиться в цене. Это происходит, когда новые облигации предлагают более высокие ставки. Экономисты также проанализировали процент финансирования банка. Они сосредоточены на финансировании, полученном от незастрахованных вкладчиков, тех, у кого на счетах более 250 тысяч. Таким образом, остальные 186 банков, которые подвержены риску, скорее всего, в какой-то момент обанкротятся. Я все еще верю, что они пытаются разрушить нынешнюю систему. И я верю, что они бросились спасать этот банк, потому что у них должна была быть причина обвинять криптографию, а это были банки, связанные с криптографией. Ограбления банков продолжаются. Клиенты Schwab берут по $8.08. На этой неделе из Prime Funds поступило $1 миллиард, и это будет продолжаться всю следующую неделю. И люди все еще не видят этого за пределами криптографии. Экономика Байдена, чрезвычайные кредиты американским банкам достигли самого высокого уровня за всю историю на этой неделе, побив рекорд 2008 года. Теперь они вкладывают все эти деньги в спасение этих банков. Но пока эти деньги будут поступать в систему, это приведет к росту инфляции. И я верю, что мы начнем платить гораздо более высокие цены на продукты питания. Но, похоже, цены на бензин действительно подешевеют. Мы поговорим об этом через минуту. Но подумай о своих счетах за электроэнергию. Они тоже скоро вырастут. Это положит начало целой цепочке событий, которые, на мой взгляд, приведут к отключению электроэнергии. Сейчас, когда мы видим, как рушатся все банки, люди уже поговаривают о том, чтобы переключиться на XRP. Графики указывают на это. У Ripple есть решение, и между ними есть взаимосвязь. Сэкономит ли Odell день для Credit Suisse? Теперь мы уже знаем, что Credit Suisse был спасен, но я хочу указать на кое-что с сайта Ripple, в котором рассказывается о том, как можно использовать XRP. Система общей бухгалтерской книги создает значительные возможности для сокращения затрат в ряде областей, где текущие процессы являются медленными, громоздкими и сопряженными с большими трудностями. Эти области включают обработку сделок с ценными бумагами, торговое финансирование, а также платежи,
особенно трансграничные платежи и транзакции. Credit Suisse рассматривает Ripple в качестве примера технологии, позволяющей банкам сократить расходы и увеличить доходы от платежей. Используя Ripple в качестве примера платформы, которая может позволить не только сократить расходы, но и увеличить доходы. Credit Suisse процитировал McKinsey, утверждающего, что трансграничные платежи являются одним из наиболее потенциально ценных приложений технологии распределенных реестров. Итак, если банки уже рассматривают XRP и Ripple как решение проблемы, которая возникает прямо сейчас, то почему Ripple до сих пор нельзя использовать здесь, в США? Это правильно, потому что он находится в судебном процессе с SEC. Если бы этот судебный процесс подошел к концу, я полагаю, что Bank of America начал бы работать в течение следующих 24 часов как с Ripple, так и с XRP для этого ODL. Другие банки тоже присоединились бы к нему. Может быть, они не хотят, чтобы это произошло. Может быть, они хотят, чтобы эта система рухнула. Ведь если есть решение, почему бы не использовать его? Принтер для печати денег перестает работать. Именно это и вызывает инфляцию. Фиатные деньги обнулятся. И я чувствую, что мы на верном пути. Если Саудовская Аравия заявит, что не собирается принимать доллары США за нефть, значит, так оно и есть. Но не могли бы вы представить, если бы у вас дома был принтер для печати денег? На данный момент мы платим за неработающую систему. Вот и наступило налоговое время. Мы видим, как они снова выручают банки. Мы видим, в каком большом долгу находится страна. Они никогда не погасят ни один из этих долгов, и точка. У них нет ни малейшего шанса вернуть хотя бы малую часть этого долга. Как ты думаешь, почему они хотят новую систему, равные условия для игры? Они хотят начать все заново. Но у нас ничего не получается. Вместо этого мы получим CBD и систему рабства. Это будет здорово для всех правительств мира и ужасно для граждан этих правительств. США будут в этом участвовать. И ты знаешь, что мы выходим на улицу и зарабатываем деньги, платим по ипотеке и оплачиваем покупку автомобиля. А за счет чего? За счет денег, которые ничем не подкреплены. И если у них возникнут проблемы, они просто напечатают больше денег, что сделает наши деньги еще менее ценными. Это нужно прекратить. Нам нужно покончить с ФРС. Это то, что действительно должно произойти. Поскольку биткоин подскочил более чем на 10%, генеральный директор Gemini запросил 30 тысяч биткоинов к концу уикенда. Теперь мы знаем, что биткоин прямо сейчас стремительно растет. Люди говорят, что это может стать началом следующего роста. Некоторые люди уже призывают к тому, чтобы сорвать крышу. В какой-то момент они призывают к нулевому курсу биткоина в $250. Но на этом дело не остановилось, потому что теперь люди начинают точно так же говорить о XRP. Ты знаешь, что хорошего в том, чтобы владеть этой криптовалютой? Малейшее движение вверх меняет все представление о XRP. Давайте предположим, что XRP повторит ситуацию 2018 года, когда он достиг расширения Fibonacci 128. Я мог бы с комфортом ожидать цены в диапазоне 400 с лишним долларов. Но 10 тысяч долларов? Я не знаю. Я имею в виду, что фактически это означает, что XRP является базовым уровнем протокола для всего финансового. Абсолютно для всего. На мой взгляд, это маловероятно. Сейчас многие люди говорят, что XRP достигнет 10 тысяч долларов, но они никогда не говорят о XLM. Ты когда-нибудь обращал на это внимание? Но все же эти две криптовалюты будут идти рука об руку в новой финансовой системе, и вы также должны привлечь X для всех этих торговых денег. Так что давайте предположим, что XRP обрабатывает большую часть денег. Я все еще верю, что XRP может достичь высоких показателей. Я верю, что в какой-то момент она определенно может превысить отметку в $1 с нуля. Но в краткосрочной перспективе, если бы это было так, если бы биткоин начал массовый рост, и мы должны были бы повторить 2018 год с добавлением $400 за XRP. Ты мог бы себе это представить? Большинство из вас, наверное, уже достают калькулятор и подсчитывают, сколько у вас было бы денег. Я знаю, что это деньги, которые меняют жизнь, независимо от того, сколько XRP у вас на руках. И все всегда спрашивают, сколько XRP достаточно? Никто толком не знает, потому что это зависит от стольких факторов. Ты готов поддержать его, когда он будет подниматься в следующий раз? Ты готов поддержать его, как только он наберет определенное число? Допустим, что он должен был составить $400. Сколько человек продали бы его? Прикидываю, что это все. Я продаю прямо сейчас, я счастлив, я ухожу. Другие люди могли бы сказать: я жду, когда цена упадет до $0, тогда я продам все и уйду из XRP. Другие люди скажут тебе то же самое, что и я.
Если у тебя есть XRP, возможно, тебе никогда не придется его продавать. Возможно, ты сможешь брать под него взаймы и получать от этого пассивный доход в будущем. Именно так ты заставишь свою криптовалюту работать на тебя. Так что все зависит от человека и от того, сколько XRP тебе нужно. А что если все прогнозы верны? XRP 589, $, ShipPenny. Бычий забег уже начался. Что я пропустил? Сейчас люди уже предсказывают, что мы выйдем в следующий забег. Вот и все, пора уходить. Я не совсем уверен, что мы уже на месте. Нам придется подождать и посмотреть. Но представьте себе, если бы XRP достиг отметки $589. $589 с ног на голову, новая целевая цена XRP на $68. Некоторые люди немного более скептически относятся к цене, в то время как другие люди просто говорят категорически нет. Я думаю, что ситуация выходит из-под контроля, и XRP не достигнет 589 периода. Вот как я на это смотрю. Я держу XRP в руках уже почти 5 лет. Я собираюсь держать его и дальше. Конечно, я знаю, что очень скоро он сильно подорожает. Я верю, что ИСУ даст нам наши первые прогнозы цен на XRP, наши первые консервативные прогнозы цен, в зависимости от того, как изменится цена XRP в понедельник. Но помимо этого вы также должны посмотреть на окончание дела. Это определенно приведет к массовому росту XRP. Тогда тебе придется заглянуть за рамки этого и посмотреть, как долго ты готов его удерживать. Вот к чему все сводится. Но мне нравится держать в руках эту криптовалюту, потому что в тот момент, когда на XRP происходит что-то подобное по любой цене, рассказы возвращаются. И это самое замечательное в этом. Это сохраняет это видение живым, потому что оно заставляет вас хотеть удерживать его в долгосрочной перспективе. Вы знаете, вы могли бы владеть любой другой криптовалютой, и я уверен, что после того, как цена изменится, появятся рассказы, но для XRP все будет совсем по-другому. Потому что мы ожидаем гораздо более высоких цен на него. Мы ожидаем, что все наши мечты сбудутся с помощью XRP. Так что, каким бы ни было твое видение этого процесса, придерживайся этого видения и продолжай удерживать свой XRP, потому что мы почти у цели. И кто знает, может быть, следующий запуск может стать началом всего этого. Но я верю, что в какой-то момент мы также увидим запуск коммунальных услуг, и никто не знает, как долго они продлятся, и никто не знает, насколько высокими могут стать цены. На мой взгляд, рыночная капитализация была бы исключена из уравнения. Потому что я действительно верю, что в какой-то момент центральные банки мира придадут этим криптовалютам денежную стоимость. На мой взгляд, они не могут стоить дешево. Но с учетом сказанного я собираюсь закончить это видео. Я хочу поблагодарить вас всех за просмотр. Я благодарен всем вам за просмотр моих видео. Напишите в разделе комментариев ниже, куда, по вашему мнению, пойдет XRP. Увидимся в следующем выпуске.